Пришло время подробнее разобрать все концепт-арты, показанные во время демонстрации геймплея Hogwarts Legacy, полный покадровый разбор которого есть на канале, я надеюсь, что вы его уже посмотрели. Разработчики при создании реальных сцен в игре следуют концептам, и это можно было видеть по геймплею, что соблюдена вся стилистика и детали концептов, а потому все, что нарисовано на бумаге, не является просто картинкой, а по ним создают конкретные локации, а также они передают визуальный стиль и настрой игры. И начнем мы не совсем с артов, а скорее схем секретов, загадок и просто интерактивных объектов, которые будут встречаться во время исследования. Но здесь все довольно очевидно. Особый механизм, где необходимо выстроить башни друг за дружкой и повернуть их нужной стороной, чтобы тень, проходящая через теневой указатель, совпала с ключевым символом, после чего произойдет активация. Возможно, открывающая какую-то дверь, так как называется устройство Врата Тундры. На этой же схеме указаны и материалы, которые используются в качестве текстур для объектов. Потускневшая латунь и медь, а также драгоценный камень кварц. На этом изображении, по всей видимости, та самая беседка из демонстрации геймплея. В определенном месте нужно будет рассыпать какие-то листья, и она прорастет из земли. Тут же показанный какой-то магический то ли фонтан, то ли водопад, как это назвать, не знаю. И неясно, взаимосвязаны ли эти два объекта, или это вариации того, что можно возвести в этих определенных кругах на карте, рассыпая нужные реагенты. А тут показывается сбор древесных заусенцев, если прямым переводом называть эти ингредиенты, которые наверняка нужны будут либо для варки зелий, а возможно и по квесту на сбор необходимых материалов для торговца волшебными палочками, или может для апгрейда своей метлы. В общем, применений может быть масса. Пень с наростами будет разваливаться, когда мы будем проходить мимо него, и реагенты будут всасываться в нашу сумку. Но не ясно, как сделают это в самой игре, по нажатию кнопки сбора рядом с пнем, или же просто проходя мимо него. Хотя не удивлюсь, если сделают навык автосбора, такое часто практикуется в играх. Ну и та самая дверь в виде воронки, которую нам уже показывали в действии в самой игре. Что именно нужно сделать рядом с этой статуей, не ясно. Возможно, поджечь чаши заклинания огнем, либо же они будут загораться при активации чего-либо. И видно, что когда все проходит успешно, статуя раскрывает свои руки. Также видно силуэт гоблинского лица. Возможно, статуя раскрывается только если на платформу встанет гоблин. Тогда в таком случае назревает вопрос, а можно ли будет варить оборотные зелья, чтобы обмануть этот механизм и обратиться к гоблинам? Ведь дефицита гоблинских волос, нужных для варки, у нас точно не будет, так как гоблины являются нашими противниками и мочить мы их будем пачками. Мне эта статуя сильно напомнила ту самую из Кубка Огня на могиле отца Тома Реддла. Сперва я подумал, что это гремучая ива, когда кадр быстро промелькнул во время видео, но сейчас видно, что для ивы оно слишком маленькое, да и куча воронов на ветвях сидят себе спокойно, ива бы такого точно не позволила. Да и в целом, вот на этом арте как раз видно, что это дерево похоже будет в связке со статуей и будет частью одной какой-то головоломки. Выглядит довольно мрачновато. Ну и раз уж мы перешли к местам из окрестностей Хогвартса, то давайте все их и посмотрим. Одна из пещер, которая хранит тайны. Видно какую-то арку, по всей видимости за ней находится цель исследования подобного места. Милая и уютная деревушка из нескольких домиков, где трудятся местные. Видно, что сельское хозяйство основной род деятельности местных. Кстати говоря, при увеличении видно, что объекты для арта брали напрямую из фотобанков, а не рисовали сами, как например эта карета. Причем изображение даже не куплено, так как водяные знаки не сняты. Неужели с бюджетом настолько плохо? Это вызывает некоторые вопросы. А это похоже какое-то место для совещания одной из таких деревушек. Видно и столы с документами, и колокол для сбора. Возможно, тут выносятся на рассмотрение какие-то вопросы и голосование по ним. Также тут можно увидеть и подвешенные клетки для птиц, а также множество горшков, а на заднем плане загон для животных. А вот и один из подобных загонов, где отдыхают те самые звери, которые показывали в геймплее и которых можно будет приручать. И судя по надписи на скворечнике, это место принадлежит некому профессору, который является ветеринаром, а это пункт поддержки зверей и птиц, нуждающихся в помощи. Мрачные болота, где мы наверняка встретим болотников в качестве врагов. Те же места, но тут можно увидеть размер этих корней в сравнении с главным героем. Тут же можно увидеть и древние развалины, и герой идет их изучать, подсвечивая дорогу заклинанием Люмос. Думаю, на болотах мы будем собирать множество поганок, грибов и прочих ингредиентов для зелий. На этом арте прям видно целую поляну из грибов, которые так и напрашиваются в сумку. Кстати, вот эту голову я так и не смог понять, что же она тут делает. Такое ощущение, будто это тонущий конь, так как голова вроде бы лошадиная. Локация в заснеженных горах, которую мы видели на демонстрации карты и которую уже разбирали в прошлом видео. Куча костей, возможно, это выход из пещеры какого-нибудь тролля. Мне вот интересно, будет ли динамичная смена сезонов, если заниматься только исследованием территорий, или же они будут меняться только по ходу выполнения основного квеста игры по мере обучения.
обучения. Тогда будут ли в подобных местах настолько меняться декорации, такие как свисающие сосульки, лед на земле вместо воды? Осенняя погода. Облысевшее дерево, которое, судя по этой именной табличке, некогда являлось какой-то достопримечательностью. Вокруг ржавая и поломанная ограда и какие-то заброшенные птичники. Интересно, дадут ли возможность восстанавливать подобные места, приводя их в порядок? Лично мне очень хотелось бы видеть собственное позитивное влияние на мир, восстанавливая красоту подобных мест. Кстати, на всех артах показаны силуэты мага рядом с объектами, чтобы разработчикам было проще понимать размеры в сравнении с человеческим ростом. Очередное заброшенное место. Кладбище с покосившимися могильными плитами. На фоне дома с заколоченными окнами. Склеп с подсветкой входа, мне кажется, намекает на то, что в него можно зайти и спуститься в крипту. Так же, как и подсветка в одном из окон намекает, что в здание можно попасть. Обычно свет в играх расставляют таким образом, чтобы источники служили ориентиром для игрока, подсвечивая те места, которые являются точками интереса. А вот и летняя локация. То самое место под водопадом, которое мы видели в геймплее. Отсюда мы начали полет на метле. Вход в пещеру, которую охраняет дракон. Вулканическая среда, и определенно сюда нужно будет брать зелье сопротивления огню. От этого арта прям повеяло Скайримом. Очень красивый вид на водопад с остатками пешеходного моста. А за водопадами уже по классике жанра всегда есть небольшая пещера с секретом. Тут видно идущую с гор к мосту лестницу. Мост, кстати, немного похож на тот самый узнаваемый из фильмов, по которому постоянно проезжал Хогвартс Экспресс. В этой локации создал свое логово местный горный тролль. Видно кровавые останки его жертв. Вид с высоты на окрестности. Водопады, деревушки, какие-то сооружения и одинокое крупное дерево на горизонте. Возможно, из таких, что мы видели ранее. Место с очередным секретом. В этом кругу необходимо будет рассыпать нужные предметы, чтобы в нем появилось какое-то сооружение, по примеру тех, что мы уже видели. Кстати, тут виднеются и какие-то темные фигуры в мантиях. Либо это враги, либо они тут вновь для отображения понимания масштаба этой сцены. Но для масштаба было бы достаточно и одной фигуры. Так что, возможно, будут встречаться и такие вот мрачные темные существа в мантиях, похожие на дементоров. Горная заснеженная местность с очередным водопадом. Их, как я понял, в игре будет немало, и встречаться они будут довольно часто. Вход в подземную крепость среди водопадов. Статуи в мантиях с капюшоном на входе навевают чувство опасности. Ну и продолжая глядеть окрестности, давайте переместимся в Хогсмит, деревушку неподалеку от Хогвартса, где проживают исключительно волшебники. Судя по наряженной елке и заснеженным дорогам, действие происходит в канун Рождества. Хотя если сравнивать с Рождеством в Хогсмите из фильма, то снега тут явно недостаточно. Можно увидеть все ключевые места Хогсмита. Тут и заведение Три метлы, которое, если бы верить шутке Слизнерта, должно называться Один веник. Но на то она и шутка, чтобы быть неправдой. Тут и магазин спортивных принадлежностей, где можно купить все для квиддича, и снова вопрос о его наличии в самой игре. Пока что нам не раскрыли этого секрета. Тут и магазин шутливых товаров Зонка, тут и магазин экзотических растений Кизилы Смертельная Шапка, где наверняка можно будет приобрести все возможные растения, необходимые для варки зелий. Тут, похоже, и дырявый котел. Продолжение этой же улицы, но с другого ракурса. Также бар Три метлы, а тут Сладкое королевство. Я надеюсь, в игре мне позволят по максимуму закупиться всевозможными сладостями и объедаться ими до потери пульса. Хоть в игре можно будет не жалеть свои зубы. Также радует, что все жители на артах Хогсмита в каноничных традиционных нарядах волшебников. Именно так и описывается эта деревня, что тут проживают те волшебники, которые максимально далеки от магловской культуры. Такие закоренелые волшебники до мозга костей. А вот и вход в деревушку Хогсмит, который также совпадает с тем, как его реализовали в игре, что еще раз подтверждает, что арты отражают реальные результаты, которые мы увидим в конечном итоге. Взгляд приковывает указатель, на котором висит множество табличек с наименованиями заведений, которые есть в деревне. И кабанья голова, и Три метлы, и магазин спортивных принадлежностей. Тут и нечто вроде объявлений, что в деревушке нет вампиров или троллей или оборотней. Или вот, лягушки, здесь холодно. По одному только указателю можно сразу понять, что в деревушке есть что посетить и точно будет чем заняться. Ну и давайте переместимся уже к самому Хогвартсу и сперва глянем на общие виды замка. Тут видно все. И пристань на Черном озере, на которую традиционно прибывают первокурсники в лодках, и теплицы, где проходят уроки по травологии. В общем, замок точно такой же, как в фильмах. Хогвартс во всей красе, и тут нечего добавить. А вот тут и прибытие уже старшекурсников в каретах, движимых невидимыми фестралами в свете полной луны. Кстати, тут в воздухе художники проработали частицы, которые придают глубины изображению. Надеюсь, и в игре
геймплее они будут тоже. Разные светлячки или просто небольшие магические огоньки, которые бы двигались хаотично. В разборе геймплея я подмечал, что в некоторых сценах недостаточно хорошая работа с частицами, а хочется, чтобы все выглядело так же, как на этом арте. Очень атмосферно. Вид на Хогвартс со стороны Черного озера, по которому стелется туман. И глядя на арт, прям ощущается утренняя свежесть и прохлада, исходящая от воды. Сова возвращается в Совятник, вокруг которого видно множество и других сов. Тут Совятник в книжном варианте находится на территории Хогвартса, но отдельно от самого замка. И снова общий вид на Хогвартс. На этом арте показана повседневная обстановка жизни школы. Совы, парящие в воздухе, студенты старших курсов, спешащие на уроки и мирно гуляющие по мосту. Кстати, обратил внимание, что ни в демонстрации геймплея, ни на артах не показаны студенты начальных курсов. Будут ли они в игре или сплошь и рядом будут встречаться только одногодки? Это большой вопрос. Ну и пришло время переместиться в сам замок и посмотреть на то, каким его изнутри видят художники. Комната Гриффиндора. Множество кресел, столы для чтения, на полу ковры, на стенах гобелены и картины, к которым мы еще вернемся позже. Под потолком множество сов, принадлежащих студентам. Возможно, недавно была доставка почты, так как обычно их место в Совятнике. У стены книжный шкаф, и мне очень хотелось бы, чтобы в игре была механика чтения книг и действительно было бы что почитать. Комната Слизерина. Символ факультета змеи над камином, и все в болотно-зеленом цвете. Всегда задавался вопросом, как устроены окна в комнатах слизеринцев, если учесть, что их помещение находится под Черным озером. Комната Пуффендуя. И мне она напомнила жилище хоббитов из Властелина колец, так как пуффендуйцы трудолюбивые, всюду растения, которые требуют постоянного ухода. На столе колбы с ингредиентами. И снова водяные знаки на объектах, изображения которых, судя по всему, также брали с фотобанков. Над камином, как и у слизеринцев, гравировка символов факультета. Что это за класс, честно сказать, я не понял. Не узнаю его совсем. Дверной проем с силуэтами тварей магического мира, все в пиктограммах. То ли это класс нумерологии, ну тогда при чем тут все эти звери? Либо я что-то забыл, либо я что-то упустил. Напишите свои версии в комментариях, что это за класс. А это похоже на версию «Выручай комнаты» в том виде, когда студентам надо что-либо спрятать. Когда в книге Гарри прятал учебник «Принца полукровки», примерно так комната и описывалась. Как кладовка, в которой куча всевозможного хлама. Хотя это может быть и просто какой-то заброшенный кабинет. Как, например, этот. Все в паутине, груды учебников, крыса на полу, картины, снятые со стены и какой-то заброшенный рабочий стол. Так и хочется обшарить это место и найти какие-то древние записи из прошлого, в которых будет частичка лора Хогвартса. Класс прорицаний. Такие же пуфики и круглые столы, как в фильме. На столе множество кружек для гадания по чаинкам, а также макет руки для обучения гадания по линиям на ней. Под потолком символы знаков зодиака. Видимо, по ним можно тоже предсказывать судьбу. Все в стиле данного предмета. Интересно, кто будет преподавателем этого урока, и можно ли будет просто от балды придумывать ответы с разными трагичными окончаниями, как это делали Гарри и Рон. Хотя по совпадению ли, но все их выдуманные и взятые из головы предсказания по итогу-то сбылись. Как я и обещал, посмотрим на картины и гобелены. Понять, что это не просто арты, а гобелены и картины можно по текстуре изображений. На этом какой-то скелет-всадник верхом на фестрале. Должно быть, такое изображение встретиться на стене какого-то поистине мрачного помещения. Возможно, в комнатах Слизерина, им свойственна подобная эстетика. А это наверняка гобелен со стен комнаты Гриффиндора. И на общем плане было видно изображение, сильно похожее на реальные работы нашего мира, историю дамы с единорогом. На одной из стен виден единорог. Ну а на этом гобелене изображен какой-то сад с магическими зверями и двумя колдуньями, одна из которых преподносит в своих руках волшебную палочку. Какие-то истории магического мира прошлого. А вот и картина одного из волшебников, очень сильно похожих на Альбуса Дамблдора. Он даже в таких же очках-половинках, но его картин на стенах не может быть, тем более в таком возрасте, а потому, возможно, это также один из директоров Хогвартса, но очень раннего периода. На этой картине изображена кухня Хогвартса, где домовые эльфы угощают учеников своим варевом. И как обычно по-хогвартски вкусным. Возможно, такую картину можно будет встретить в игре на самой кухне. Картина, на которой изображена группа темных магов, сопровождающих какую-то колдунью. Костюмы этих магов мне сильно напомнили костюмы, которые в будущем будут носить пожиратели смерти. Ну и последнее изображение — это раненый или мертвый Вервольф, лежащий на столе, которого изучают волшебники. И, кстати говоря, если на прошлых картинах было четко видно трещины,
паттерны, которые появляются на полотне с течением времени, то на этом нет такой текстуры. А потому это возможно и вовсе просто арт какой-то сцены из игры. И если это так, то я снова возвращаюсь к вопросам, которые задавал в разборе геймплея. Повстречаем ли мы в игре оборотней или анимагов? Очень надеюсь, что повстречаем. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если понравилось видео. Ну а я по-прежнему делаю все на чистейшем энтузиазме, так как нас отрубили от монетизации. А потому, если бы вы хотели меня поддержать финансами, то добро пожаловать на мой Boosty. Ссылку оставлю в описании. И за поддержку скажу вам огромное спасибо и буду дальше радовать вас новыми видео. Ну а с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.